Здравствуйте всем, кто смотрит это видео. Значит, сегодня речь пойдет о замене подшипника на натяжителе ремня. Часто происходит разбивание подшипника, вследствие чего ремень начинает неравномерно себя вести при вращении, и его носит по сторонам, соответственно, происходят посторонние неприятные звуки. Вот сейчас, например, я вам покажу. Машина холодная, только сел. Когда машину заводишь, работает тихо. Спустя минуту-две начинается скрежет. Ну, в общем, неприятная работа двигателя. И чем дальше, тем хуже. Ну, потом, если проехать километров 5-10, то это все успокаивается. Но все равно есть какой-то звук неприятный. Особенно он раздражает, когда трогаешься с места, кажется, вся машина гремит. А на самом деле это все из-за вот этого, сейчас вам покажу, подшипника. Вот он, понаружи обойма цельная, внутри имеем две обоймы. Широкий игольчатый подшипник. Ну, что я вам скажу, я пробовал ставить два, не помню, 302 или... Ну, в общем, подобрал по диаметру, по наружному, по внутреннему. И они идеально на болт находят и в тело натяжителя ремня становятся. Но хватало максимум до недели. Почему-то их выбивало намного быстрее, чем вот это родной. Я не знаю, оригинальный он или не оригинальный. Я думаю, вряд ли. Уже ничего оригинального нигде нету. Может, где-то там в Германии, в каком-то сарае что-то есть. Но у нас уже, конечно, нету таких запчастей качественных. Ну, в общем, ближе к делу. Сейчас будем заводить машину и покажу вам, что происходит. Так, включаем зажигание. Лампочка горят, свечи накала горят. Ждем. На улице не холодно. Ну, ему все равно, он заводится в любую погоду. Вот это проблема стартер. Сейчас, секундочку. Вот, завелась с полоборота, можно сказать. Также заводится в минус 5, в минус 10, в 0. Ну, у нас больше не бывает в нашем регионе. А сейчас так вообще зимы теплые. В общем, уже слышится этот звук скольжения, пищения. Сейчас я вам покажу, где он находится. Так. Капот открыли. Вот такой Мерседес 410. Ну, в общем, если присмотреться, то ремень ходит неровно. В общем, все это дело будем разбирать и восстанавливать. Ну, сейчас пусть он поработает немножко, звук увеличится.
уже явно слышно, как шпрыгатит. Так, ну все, глушим машину и будем разбирать, заниматься ремонтом. Итак, разобрал я машину, снял всю морду, решил снять полностью телевизор, радиатор. Вот так это все выглядит. В таком реальном состоянии. Грязно. Ну, как видите. Ну, машина потому что работает, ездит постоянно. Ну, снял потому что хочу отщупать, отмыть. Вот так это выглядит. Буду снимать вентилятор, вискомуфту, снимать все ролики. Ну, в общем, потом включусь, покажу вам, когда это все дело сниму. Итак, вот так это выглядит. Вот разобрал я машину, морда, фары, радиатор, в общем, все запчасти. Шкивы. Вот, полностью разобрал всю морду. Отмыл, как смог. В общем, как получилось, так и отмыл. Ну вот, сейчас покажу вам проблему. Вот сейчас будем менять подшипник. Вот этот подшипник, вот он, широкий, двухрядный, будет вставляться в натяжитель. Вот сюда, в это место. Ну, потом покажу, когда соберу машину, все вам покажу. Итак, собрал я натяжитель, поставил ролик, подшипник вернее. Вот он, уже не видно. Ну, в общем, стоит вот новый подшипник. Сейчас будем собирать это дело все на место. Но прежде чем собирать, думаю, что надо тут мазать герметиком. Вот я сейчас вам покажу посадочное место. Вот сюда закручивается болт. И иногда отсюда масло может гнать. Лучше для надежности намазать. Сейчас вам покажу, неудобно на телефон, одной рукой снимаю. Так. Так. Есть. Мазанули. Сейчас, секундочку. Шайбу нужно помазать. Так. Так. Есть. Теперь одеваем. На подшипник. Герметиком на подшипник, на обойму внутреннюю. Вот таким образом одели. Есть. Ну а теперь, друзья, буду закручивать, потом включусь. Итак, собрал я машину. Сейчас покажу. Поставил ремень, поставил ролики, поставил вентилятор, вискомуфту. Люфтов нету. Все хорошо, ремень натянутый. Сейчас будем заводить, пробовать. Так, ну, с Богом. С полтычка. Сейчас посмотрим, как ремень себя ведет. Все нормально, ремень не прыгает. Идет ровно.
подшипник. Так, а вот что случилось со старым подшипником. Сейчас уже почти ночь, плохо видно. Ну, в общем, вот, рассыпался. Шарики, ролики, все там. Металлолом, одним словом. Ой. Итак, собрал я машину полностью. Вот сейчас вам покажу. Собрал морду, телевизор, фары, радиатор. Ну, в общем, все как полагается поставил. Все четко. Сейчас вам заведу, продемонстрирую. На телефон снимаю, плохо видно. Извиняюсь. Ну все, вот так он работает. В общем, вот так работает. Сейчас со стороны вам покажу. Все, вот такой получился ремонт. Все, глушим.